Здравия. Последние пару недель много чего посмотрел и склонился к тому, что мне подходит график. С утра проснулся, прожал кнопки. Вечером еще раз. Другие игры более активные. Пытался котов скрещивать, но там прям надо сидеть или донатить, чтоб робот все делал. И все равно потребуется держать открытым приложение постоянно. Подобные игры мимо кассы, поскольку много времени отнимают. Дальше идут игры типа хомяка, тапалки. Но в самого хомяка не играю, поскольку там кучу народа сидит, и недавно слили токеномику, похоже, раздадут всем мизер. И из-за комиссии на транзакции этим никто не воспользуется. То блогеры и прочие, естественно, что-то получат. Пока нашел только одну нормальную тапалку, которую не надо сутками тыкать. Да, это все уже где-то было, но исполнение огонь. И что самое важное, данная тапалка приятна глазу и не лагает, и не тупит, как многие другие. Присутствует только коллективное поражение мозга у разработчиков, как и во множестве подобных приложений, не способных под всеми платформами проверить, как работает. У меня с компа проблема с заданиями из разряда сыграть во что-то. Поскольку закрывается приложение, открывается новое. Награду не собрать. Второй момент. Часть игр ограничивается смартфоном. В этом случае не запустить. Или получаем сообщение, что компьютер это скучно играть из телефона. Перефразирую, мы ленивые и отрезаем 40% потенциальной аудитории. Ведь статистика посещений сайтов 60/40 держится много лет. По телеге не нашел информации, что там по устройствам. Отмазки, что не ограничивают софтверов с компа, также не катят. Уже есть фирмы на смартфонах, управляемые с компа. Сразу тыкалка на 100 штук. Кому сильно надо, найдет лазейку. А вот затраты на борьбу, проверки заданий и прочее, скорее всего, просто выносят кучу времени программиста, подозревая, что дешевле не бороться и смириться с потерями. В конце концов, тут заработок на рекламе, привлечение аудитории и так далее. Первое, что требуется сделать, повыполнять задания. За них хорошо насыпят. Ежедневных можно раз в 10 минут рекламу смотреть. Просто нажимаем, она поиграет и через 12 секунд закроется. 20 раз посмотрели, 160 тысяч на балансе. Это даст отличный стартовый капитал. Не думаю, что стоит накапливать миллиарды. Скорее всего, в таких тапалках раздадут по времени фарма. Еще не забывайте ежедневно забирать награду за вход в игру. Кнопка Climb появится. Далее самое главное – прокачивать плиточки. На них при раскрытии обучающая информация. Они по-разному приносят, если заморочиться, можно более выгодные прокачивать. Но я в тупую прокачиваю все подряд по кругу. А сверху у нас ежедневные задания. Если народа соберется много, могу в телегу скидывать решения каждый день по возможности. Выполнять его полностью невыгодно на начальных стадиях. Там порой требуются большие уровни. А профита мало по сравнению с тем, если вложить во все остальные по кругу эту сумму. Еще потребуется купить буст автобота. Закрывайте приложение, он фармит. Зашли, потратили и так по кругу. Здесь довольно комфортная и ненапряжная прокачка. Поэтому игру и выбрал. Обратите внимание, есть еще дневные бусты. Ракета иногда просто так появляется при входе. Не зевайте, быстро исчезает. Но это если тапаете, можно и без этого. Только что начался абсолютно дебильный airdrop, замечал его еще много где. Разработчики заработают на этом денег. Суть его в том, что кто-то хитрый и большой желает связать аккаунты телеги и кошельков с биометрией, то есть соберут данные и торганут ими потом. Знаете, крипта это про свободу от режима. Этот дроп прям жестко противоречит самой идее крипты. Ни в коем случае в такой помойке участвовать не буду. Всем остальным не советую. Они через транзакции аккаунты потом просто свяжут со всей деятельностью в интернете и жизни. Впрочем, Сбер это уже делает. Обратите внимание, сколько на потолке камер висит. С разных ракурсов. Можно сразу 3D-модели генерировать. Добровольно народ не шел. Вот что выдумали в итоге. Надеюсь, мы доживем до копного права и частных денег. В обход строящегося вокруг концлагеря. Последние новости просто огонь. В плане дискриминации и сегрегации населения. Про биометрию снимать с иностранцев для покупки сим-карты. Паспорт для пополнения налом предъявлять. Маразм крепчает. Я ее тупо за бугром куплю, если захочу заниматься какой-то страшной деятельностью в мессенджерах. Или звонить буду через станцию. Обходных путей валом. Они под предлогом своей идиотии, в попытках борьбы с какой-то очередной выдуманной проблемой, все закручивают и закручивают гайки. Когда уже полыхнет, непонятно. Тряпочки на лицо не помогли. Видимо, пока цепи на шее не повесят в открытую, придется ждать. Впрочем, отвлекся. Есть одна плиточка, требующая пригласить друга в игру. Я-то без проблем наберу. Но подумал о подписчиках. Давайте устроим паровоз. YouTube наверняка будет банить ссылки. Так что паровоз устроим в Телеграме.
Ссылка на канал в описании. Под постом с роликом пишите, что входите следующим. Все ждут. Далее пишите свою пригласительную ссылку. И так по очереди. Ты спрашиваешь меня, почему вы, как новоприбывшие, должны встать в конец очереди? Позволь объясню все с исторической точки зрения. В начале нашей эры люди посещали мероприятия, просто собравшись в кучу, стоя вперемешку и в разнобой, без какого-либо порядка. После нескольких тысяч лет они неторопливо начали тянуться к спинам своих товарищей и вставать друг за другом в горизонтальной плоскости, образовывая то, что сейчас называют очередью. Идти против этого все равно, что наплевать на тысячи лет эволюции и поддерживать полнейший хаос. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всем.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.